Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал. Это рубрика Наедалово. И сегодня будем обозревать еду из Kaufland. Это торговая сеть супермаркетов, и у них есть Kaufland Grill. Так что погнали на закупку и будем пробовать. А пахне як вкусно. Подошел заказывать еду, начал делать заказ на английском, сказал, что мне необходимо. Одна продавщица английский вообще не понимала и позвала другую. Я ей объяснил, что я хочу, и в итоге она начала возмущаться не так быстро, потому что я ей сказал, что мне, пожалуйста, всех позиций по одной штуке, и начал перечислять. Она такая: о, изи. Я говорю: ну окей. У них в меню еще есть целая курица, хотел ее заказать, но, к сожалению, она не была еще готова. Поэтому заказал то, что у них было в наличии. Еда у них уже большинство готовая, и они ее просто выдают. То есть они, по сути, не готовят ее из-под ножа, она у них стоит на подогреве в гастроемкостях. И по заказу ты получаешь уже готовый продукт себе как take-away, взял и пошел. То есть не надо вообще ждать. Заказ мне отдали буквально там, за 2-3 минуты. Его просто быстренько накидали, собрали и отдали. Давайте посмотрим на комплектацию. Положили ли какие-то приборы, не положили. Потому что они так быстренько в панике это все собирали. И может чего-то и не хватает. Весь заказ мне обошелся в 14,80 евро. Это 74,18 лей. Так, вот тут вот первое нас встречает. Но оно все такое холодное, на улице дождь, мы пока доехали, пока я все поставил. В принципе, оно могло и остыть уже. Ну, будем смотреть как бы больше на вкус, чем на температуру. Вот так вот все выглядит упаковано. Хлеб просто лежит сверху, не упакован ни в чем. Здесь так же само. Так, хорошо, сейчас разложу и продолжим. В общем, вот так вот выглядит мой заказ. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 позиций. Проверим с чеком. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 позиций. Да, все верно. Хлеба они, конечно, накидали очень много. Там некоторые позиции идут с хлебом. Картошку фри я вроде не заказывал. Либо они положили, я уже, честно говоря, не помню. Но я не говорил о ней, я говорил, чтобы мне дали всего понемногу. Стейк лежал в самом низу, на нем лежали остальные коробки. То есть, как бы просто накидали все в кучу, типа идите. Так, хорошо, будем смотреть сейчас. А, это не стейк, это курица. Да, это курица, куриная ножка, четвертинка. Начнем, пожалуй, вот так вот, сейчас все в сторону отодвину. Давайте начнем с хот-дога сразу. Это немецкий Germany Dog, так он у них называется, вот так вот выглядит. Вот такая вот немецкая сосиска, скорее всего говяжья. Внутрь она налила горчицу и кетчуп. Булка прям вообще нежнейшая, очень мягкая. Пахнет грилем. Холодная, но очень сочная, вкусная сосиска. Классно вообще. Кетчупа здесь и горчицы очень мало, то есть она как бы обволакивает сосиску только в самом низу. Если сравнивать его с хот-догом на заправке, то это как бы уступает ему, потому что там большое количество соуса, длинная сосиска. Этот хот-дог мне обошелся в 1,5 евро. Я думаю, за 1,5 евро на заправке можно взять что-то получше. Но, ну и тоже,
Можно было бы булочку поджарить на гриле, было бы еще вкуснее, потому что она прям сильно мягкая. То есть как будто она только разморожена, ее не подогревали, ничего, просто разморозили, закинули сосиску и типа гуляй. Прикольно, но дороговато. Подготовлю приборы и попробуем курочку. Здесь 200 грамм, 225 грамм курицы. Давайте ее взвесим. Сейчас затарю тарелку. Так, отлично. Жирненькая такая. Ну вот курица гриль. Вес 222 грамма. Да, 222 грамма. Тут указано 225. Ну, как бы погрешность весов. Смотрим на курицу. Салфетки. Так. Пробуем. Ну, слушайте, курица прям вообще сочная, рассыпается, от кости отстает. Сделано неплохо, я вам хочу сказать. Курочка интересно, шкурка интересно осталась хрустящей. Нет, уже мягкая. Специи хорошие, пахнут. По соли прям шикарно. По соли, специи, вот прям классическая курица-гриль. Очень вкусная. И я думаю, что мы когда каждый раз проходили в магазин в Kaufland, то очереди в этот фудкорт говорят сами за себя. То, что заведение как бы пользуется спросом, туда люди ходят, там люди берут еду, кушают. И да, в принципе, это вкусно. Это вкусно. Переходим дальше. Курица обошлась в 1 евро. Цена за килограмм 4,60 евро. За один кусочек, за одну штучку вышло там чуть больше 1 евро. Следующее это свиной стейк. Подается вот в таких вот картонных крафтовых боксах с маринованным огурцом. Ух, кислый вообще капец. Кислятина. И сильно мягкий, я такие не люблю. Стейк мягкий. Давайте взвесим. Цена у него за штуку. Стейк свиной 11,50, 2,30 евро. Так, взвесим. Тара. Проверяем. 133 грамма. Ну, в принципе, нормально такая порцаечка на перекус. Если взять, допустим, с картошкой, то вполне. Почему бы и нет. В маринаде присутствует французская дижонская горчица. Вижу паприку. Перец. Сейчас посмотрим. Полностью готовая, да. Мягкий, сочный, но по соли прям вообще не хватает. Он пресный получился. Да, он не просолился. То есть, если курица прям вообще идеально получилась, то здесь как бы хромает маринад. И маринад, знаете, вот по вкусу самый обычный маринад, вот, который используется там в Таврии, в Сельпо, там, то есть обычные
в обычном отделе кулинарии, где берут, там засыпают горчицей, кетчупом и майонезом мясо. Это все маринуется сутки и, пожалуйста, обычный маринад на шашлык. Тут примерно то же самое, то есть может там присутствовала какая-то специя, либо приправа к свинине, то есть ничего вообще особенного, я бы такое еще раз не заказал. Курицу бы заказал, это мне не понравилось. То есть для быстрого перекуса не то. Так, булочки. Булочки уже полежали, и они у них не горячие были. То есть это просто заранее выпекли булочки, и все. Они себе лежат в закрытой емкости, они не черствеют. Хорошая булочка, но ее приготовили, допустим, утром, и она себе целый день лежит, пока не закажут. Но я бы, допустим, делал бы по-другому. Я бы ее закинул, вот уже готовую булочку, хотя бы на минуту закинул бы в пароконвектомат или просто в печь. Или даже элементарно просто кинуть на гриль, чтобы ее разогреть и сделать хотя бы румяную корочку. Будет намного вкуснее, и как бы такой маленький нюанс, но он добавит ко вкусу. А так просто хлеб. То есть у вас лежит хлеб в пакете, вы пришли на обед, нарезали, поели. Вот то же самое. А она должна быть ароматная, хрустящая и очень вкусная. А так это просто утренний хлеб. И эти булочки подают вроде к сосискам. Так, следующее это у нас наггетсы. На удивление, наггетсы были тоже готовы. Они у них такие плотные. Они как картошка, то есть они ее пожарили заранее, там такую емкость нажарили, высыпали, и она себе там лежит, ждет момента. Наггетсов здесь 7 штук. Вот так вот они выглядят. Вот так. Цена наггетсов за 160 грамм 2,80. Так. Вместе с коробкой 177 грамм. В принципе, нормально. Там 160. Думаю, да. Один. 23 грамма один. Да, в принципе. Так, ну что. Это не филе. Это паста. Панировки здесь, двойной слой точно. Панировка неплохая. Паста прям очень плотная. Пробуем. В Макдональдсе получше. Здесь они такие как будто пустые, пресные, не заправленные вообще, чисто как, я не знаю, как бумагу ешь. Не, серьезно. То есть если есть без кетчупа, то тут, реально как будто ешь что-то безвкусную массу со вкусом панировки. То есть все. Вообще нет. Цену я говорил. Тоже баста. Следующее. Так, здесь... и еще они к каждому из блюд, то ли наггетсы, то ли стрипсы, то ли сосиски, они добавляют еще либо кетчуп, либо горчицу. Но момент в том, что, например, в наггетсы мне ничего не добавили. Хотя вот в стрипсы, вот такие, это тоже куриные стрипсы, они идут, уже тут налит кетчуп. Вот, смотрим. Тут их 5 штучек, такие небольшие. И криспи филе, цена 2,80. Здесь вес не указан, просто за порцию 6 штучек получается. Это уже филе. Вот если сравнивать, допустим, вот эти
стрипсы и наггетсы, лучше берите стрипсы, потому что тут хотя бы идет филе именно. И, ну, панировка другая. Ну, жухлым маслом не воняет, то есть отсутствует неприятный запах. Панировка вкусная. Вот эти уже хорошие. Прям вкус есть. Чувствуется перец, чувствуется соль. Да. Но я думаю, что за счет панировки оно здесь такое. С кетчупом. С кетчупом вообще шикарно. И хочу заметить, что они не жирные. То есть они такие, то ли, ну, даже если они впитали в себя масло, но они не жирные и не сочные. То есть они сухие, вот, внутри даже ни капельки блеска нету. Они суховатые, только с кетчупом, каким-то соусом есть. Ну, либо запивать их, потому что они суховатые, но вкусные. В принципе, имеет место быть. Так, у нас осталось 2 порции. Хлеб я уберу пока. Смотрим. Да, это у нас уже идут колбаски. Эти колбаски куриные. 3 штучки. Смотрите, вот такие вот большие колбаски. То есть по сравнению с рукой классные. Зажаристые, пахнут просто безумно. Куриная колбаска на гриле с ароматом дымка. Это просто отвал башки. Эти колбаски мне обошлись за эту упаковку 2,10. 2 евро 10 центов. Также налили уже с кетчупом. Но кетчуп здесь вообще не уместен, потому что они сами по себе очень вкусные, сочные. Просто обалденные. Посмотрите. Вот, прям мясо, жирок здесь. Также присутствует маринад. Также вот присутствует дижонская горчица здесь. Классный, слушайте. Очень вкусные. Вот эти прям обалденные. Просто суперские. Так же само. Вот взять вот эти колбаски, взять картошку фри, колу, например, или сок, или водичку. Просто залетит на ура. И напоследок у нас осталась самая большая колбаска. Это свиная. Вот такая вот огромная колбасень. Интересно, сколько она весит. Вес у нее 200, почти 250 грамм. Это с коробкой и с горчицей. Здесь мне добавили горчицу. То есть, по сути, может, я что-то не понял, но горчица, но соус, например, был только в колбасках и в стрипсах. В наггетсы соус не добавили. Может, провтыкали, может, так не идет. Может, надо было дополнительно заказать. Но за это, например, я не доплачивал за отдельные соуса. И эта колбаска стоит 2,30. Так. Ну, такая прям увесистая. Вообще шикарная, смотрите. Жирок, специи, травушки, зеленушка разная. Посмотрите. Класс. А еще и с горчичкой, я думаю, это просто будет разрыв. Вообще сочная,
Даже холодная. Очень вкусная. А с горчичкой. Горчичка. Ну, у них все горчицы кислые. Острую тут почти нереально найти нормально. Но вот это уже вкус, как в Германии. Просто класс. Да. Вот эту я бы тоже заказал. Обалденная колбаска. В принципе, почти 15 евро на 7 позиций. Ну, я думаю, что относительно недорого. То есть, если заказать себе на семью поужинать, каждому, например, по чуть-чуть, каждый себе возьмет понемногу, то есть колбаску нарезать, курицу нарезать, там сосиски, наггетсы, стрипсы, и можно себе хорошенько перекусить. Единственное, надо было взять еще картошку фри, но я что-то подумал себе, что она идет в один из комплектов с колбасками, но это не так. А так в целом, да, есть позиции, которые я бы взял. Я также зайду еще возьму целую курицу гриль попробую и буду периодически, да, захаживать, покушать всякого жирненького, жареного, почему бы и нет. Тем более в дождливую погоду можно себе позволить. А вам хочу сказать, друзья, огромное спасибо за просмотр. Это была рубрика Наедалово. Ставьте лайки, пишите ваше мнение в комментариях. Нравится она вам, не нравится. На что сделать обзор в дальнейших видео этой рубрики. Планирую сделать обзор на какую-то доставку. Не супер популярный, вот прям, допустим, средний сегмент. Либо может вам понравиться сделать сравнение, например, суши дешевые, средние и дорогие. Либо пиццы, либо бургеров, либо какой-то там европейской кухни. И посмотреть, насколько вкусно они готовят за разную стоимость. Всем спасибо и до встречи в новом видео.